Представьте себе, вам подарили набор Лего Экспедиция Стива по пустыне. Казалось бы, это миниатюрный кусочек из игры, но что будет, если попытаться построить его внутри Майнкрафта? Совпадут ли они хотя бы на один блок? Или Лего давно уже живет по своим правилам, не совпадающим с реальной игрой? Кстати, прежде чем мы начнем, не забудь подписаться на мой телеграм-канал, где я делюсь свежими новостями и анонсами к новым видео. Ссылка в описании. А начнем мы с самого компактного набора. Небольшой части пышной пещеры. Чтобы все выглядело правдоподобно, я использую верстак как эталон масштаба. Один кубик в Лего соответствует одному блоку в Майнкрафт, и это помогает переносить структуру максимально точно. И измеряем его, используя верстак. Я получил небольшую конструкцию размерами 3 на 2 блока. Начнем с воссоздания его в Майнкрафте. Первые проблемы появляются сразу. Лианы с желтыми ягодами. В Лего они есть, но в самой игре такие же ягоды выпадают как предмет, и их невозможно посадить обратно. В меню креатива такой лианы тоже нет, поэтому мне пришлось импровизировать. Вместо них я буду использовать двойные кувшинки, которые похожим образом приподнимаются над водой и визуально дают примерно тот же эффект. И вот, готово. Результат получился удивительно близким к оригиналу. Несмотря на маленькие отличия, я бы оценил эту постройку на 4 из 5. Сохраняем результат и двигаемся дальше. Следующий набор — пустынная диорама. Тут есть интересный элемент — палатка, который в Майнкрафт просто не существует как ванильная структура. Значит, по лору Стив построил ее сам. Когда я приступил к палатке, сразу стало понятно, без проблем здесь не обойтись. В Лего крыша висит в воздухе, опираясь только на тонкие детали. Но в Майнкрафт ковры не могут летать сами по себе. Пришлось придумать, как разместить конструкцию так, чтобы она выглядела похоже, но и при этом подчинялась законам Майнкрафта. Следующая проблема — кактус. В наборе он стоит вплотную к блокам палатки, но в Майнкрафт такое просто невозможно. Кактус ломается, когда что-то находится рядом, поэтому его пришлось аккуратно переселить на один блок вперед. Забавно, что лего-дизайнеры, похоже, вообще не учитывали механику самой игры. Такой кактус в Майнкрафте буквально бы считался за баг или глюк игры. И еще один недочет, который я почти пропустил — вода. Если разместить ее точно так же, как в наборе, она тут же начинает растекаться и затапливать весь лагерь. Логики в этом ноль. В реальном Майнкрафте такую конструкцию просто нельзя сделать без дополнительных блоков. Пришлось выдавать себе барьеры, чтобы вода все не растекалась во все стороны. Сборку этого набора я проводил на стриме, поэтому если вы хотите не пропустить такие трансляции, где я могу собрать еще другие интересные постройки, обязательно подписывайтесь на этот канал. Если кратко, в пустынном наборе сразу 3 проблемы. Парящая крыша, кактус, который в Майнкрафт ломается с этих блоков, и вода, которая бы затопила весь лагерь. Из-за этих несоответствий набору получает от меня 3 из 5. Готово, двигаемся к следующей постройке. А теперь давайте попробуем перестроить самый большой и детализированный набор Лего в Майнкрафте.
Начнем с пола. Для его создания я использую 3 вида блоков: глину, красный песок и подзол. Далее переносим забор, декор, делаем загон и добавляем лошадь, как в наборе. И вот здесь все совпало почти идеально. Постройка смотрится естественно и в Лего, и в Майнкрафт. За такую точность уверенно ставлю 5 из 5. Как итог, сегодня мы доказали, что наборы Лего Майнкрафт действительно можно перенести прямо в игру, если внимательно соблюдать масштаб, подбирать подходящие блоки и иногда немного импровизировать. Когда какие-то элементы в самой игре просто отсутствуют, некоторые наборы почти полностью повторяются, а другие требуют небольших изменений. Но в целом все можно аккуратно перестроить и получить узнаваемую постройку. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Типок. Обязательно подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем спасибо и всем пока.